Здравствуйте, мои дорогие! Не знаю, как вы, а я очень рада, что мы опять увиделись. Я люблю эти дни, я люблю вас и очень люблю нашу группу, которая снимает эти программы. Во-первых, они меня делают красивой, а во-вторых, они такие все замечательные, хорошие. Я прихожу и радуюсь, и очень надеюсь, что моя радость и вам будет передаваться с экрана. Сегодня много есть предметов и вещей, и продуктов, которые нам радости прибавят. Я буду варить сегодня гречневую кашу, но не простую, а золотую. А поможет нам сделать эту кашу непростой вот этот замечательный предмет. Он новый в моей жизни, но я надеюсь, что он навсегда поселится как раз в моей жизни. Это называется сушилка «Великие реки». Не то, что сушилка для овощей или сушилка для грибов. Сушилка для всего на свете. И даже для мяса, и для рыбы. И для меня сегодня она будет сушилкой для помидор, которая разукрасит мою замечательную кашу. Я сначала расскажу, как она работает, а потом мы приступим к готовке нашей каши. Вот она уже загружена помидорами. Процесс занимает 8 часов. Честно, это не будет сегодня 8 часов я буду стоять и готовить. У меня уже они подготовлены. И уже даже есть то виде, в котором они будут на выходе. Но так как вы это только приобретете, я вам расскажу. Вот тут в этих всех слоях положены помидоры. Я немножко еще добавлю, потому что у меня тут есть свободные места на моей тарелочке. Я вам советую послушать и запомнить то, что я расскажу. Вот эти помидорки маленькие, их нужно резать вдоль. Если их порезать вот так мелко, они просто испарятся, потому что температура очень высокая, 70 градусов. Потом очередной этот слой мы устанавливаем. Это очень все просто. Вот здесь накрываем крышкой. Вот накрываем крышкой. Я сегодня еще много раз буду про эти великие реки говорить, потому что это чудо из чудес. Выставляем температуру 70 градусов и включаем сам прибор. И она умница наша, уже начала работать. Тут есть индикатор, видно, что она работает. И такой приглушенный звук. Она не мешает нам разговаривать, делать все, что мы делаем. Она уже трудится. Замечательно. Кстати, я сейчас подумала, она не очень-то и дорогая. У меня у некоторых подруг летом день рождения, а у всех в садах яблони ломятся от яблок. Куплю им этих сушилок, подарю. Все будут счастливы, и яблоки не пропадут сушеные. Итак, с этим мы закончили. А теперь переходим к нашему рецепту основному. У нас сегодня каша не простая, а золотая. Когда-то я написала такую детскую песенку. Две обычных серых кошки мокнут посреди двора. Только выручить их может разноцветная игра. Никому про наш секрет не говори, а стекляшек разноцветных набери. И зажмурься, и 3 раза повернись. А потом глаза открой и удивись. Это очень удивительный мир, когда он разноцветный. И чем он разноцветнее, тем радостнее у нас на душе. Сегодня у нас будет разноцветный мир обычной гречневой каши. Приступаем к приготовлению этого разноцветия. Сковородка, она у меня уже греется. Наливаю сюда подсолнечное масло. Ну так, чтобы не мало, потому что у нас будет очень много овощей. У меня уже овощи подготовлены. Мы же с вами работаем в режиме реального времени. Я вас не хочу очень долго задерживать у экрана. Вы же посмотрите и пойдете готовить, потому что это заразительно, это вкусно. На сковородку горячую я кладу сначала перец и лук, потому что они жарятся подольше. Вот я положу лук, видите, он так порезан полукольцами. Я так режу, можно мелко резать, как хотите, так и режьте. Я, знаете, что хочу рассказать? Я очень часто уезжаю на гастроли, на концерты, и когда возвращаюсь домой, моя помощница каждый раз спрашивает, что вам приготовить? Еще ни разу не было, чтобы я что-нибудь назвала, а не гречневую кашу. Если говорю гречневую кашу с луком, теперь ей задание будет гораздо более серьезное. Гречневую кашу с луком, с разными овощами и с вялеными помидорами. Потому что эта штучка будет стоять у меня на кухне. И будет каждый раз, как она у нас работает, шкварчит потихонечку. Жужжит, не знаю, как назвать ее замечательный голос. У нее голос лучше, чем у многих певиц. Мне больше нравится, потому что я предчувствую результат. Теперь я положу перец. У нас разноцветный и красный. И знаете, можно класть этого всего много, потому что даже если овощей будет больше, чем самой каши, это тоже будет очень вкусно. Кстати, у той песенки есть еще один куплет. Для чего нужны стекляшки? Объяснить пришла пора.
Смотришь вниз, и мир раскрашен. Вот и вся наша игра. И вот наша игра тоже раскрашенный мир. Вы любите разноцветное? Я люблю. Кстати, хочу вам рассказать про гречневую кашу. Когда вы варите, думаете, готовы или нет, можно, конечно, взять и попробовать. А можно вот так дотронуться до кастрюльки, из которой она варится. Зашипела, значит, каша готова. Это старинный рецепт приготовления каши. Гречка вообще вещь старинная. Это у меня кабачок. Вот так. Тут порезано красиво очень дольками. А можно резать как душе угодно. Можно помельче. Крупнее я не советую, чтобы это все прожарилось. Давайте мы так сделаем. Мы прикроем крышкой, дольем немножечко воды, чтобы это у нас процесс был побыстрее. Я вообще еще посолю. Гречка вообще существует. Знаете, ее почему так называют? Когда-то в 7 веке гречку варили из этой крупы греческие монахи. Поэтому так и назвали ее гречка. А еще у нас называли ее в старину, на Руси называли черная каша. Моя, кстати, бабушка тоже говорила: ты будешь черную кашу? Она-то именно сделала так, что я эту кашу люблю, потому что она ее очень вкусно варила. Кстати, эти греческие монахи и их последователи привезли гречневую крупу и в Европу. Но она у них почему-то не прижилась. А у нас она стала, ее называли таким умным и красивым названием сарацинское зерно. А у нас прижилась гречка и гречка, черная каша, гречневая каша. Все ее любят. Положу-ка я туда еще немножко помидорок, чтобы такое было у нас пятно красивое, световое. Они не испортят, а только придадут вкусу. Но вот я еще вам, знаете, что забыла сказать? У меня тут баклажан порезан тонко со шкуркой. Кто не любит шкурку, можете ее срезать. Но сейчас такое все молодые еще овощи. И кабачок можно со шкуркой. Но мы не будем сильно переусердствовать. Вот 5 помидорчиков я сейчас положу. У меня же есть секрет. У нас же еще будет тут кое-что лежать. Сырые помидорчики — это так. А теперь переходим к нашему волшебству. Как я вам говорила, нужно 8 часов, чтобы приготовились помидоры, сделались вялеными. А вы просто сделайте их заранее. Например, вечером пришли с работы, поставили, сделали, потом сложили в баночку, а потом уже с готовыми колдуете над своим блюдом, священно действуете. Я бы могла, конечно, делать вид, что я жду, как они вялятся, потом и показать. Честно, они у меня уже готовы, потому что я сделала это заранее. Вы же должны знать, как это будет выглядеть. Вот они выглядят на выходе вот так. Вот. Тут пока не просто вяленые помидоры, никакими специями еще не приправленные. Даже не соленые, но, честно, уже вкусные. Ой, какое искушение. Дальше я вам показываю, что с ними делаю дальше. Складываю в банку. Вот видите, в таком виде они уже лежат в банке. Теперь сюда нужно засыпать специи. Любые, какие вы любите. Перец, травы, все, что вам по душе. Засыпаем произвольно. Хотите побольше, хотите поменьше, но дело это не портит. Потом положим перец, вот все, что под рукой или специально для этого купленное. Вы один раз делаете, потом попробуйте, чего хватает, чего не хватает, и усовершенствуйте сами. Ну, как обычно. Мы же умелые хозяйки, да? Теперь посолим. Опять как хотите. Кто-то любит более соленое, кто-то менее соленое. Кому как доктор прописал. Я люблю, честно говоря, соленое. Чесночку не повредит. Чеснок, он память хорошую делает. Память тоже это не вредное дело. Я все свои стихи помню. Хотите, одну вам прочитаю? Привычка свыше нам дана. Замена счастья она, писал поэт в одной из глав. Поэт велик, а значит прав. Но я хочу его поправить и от себя чуть-чуть добавить. Я верю, что привычка может заменой быть несчастью тоже. Мы привыкаем ко всему. К весне в сиреневом дыму, к осенним ржавым кленам, к лужам, к тому, что тот, кто был так нужен, жестоко предал нас в финале. А нас давно предупреждали, но мы все не хотели вникнуть. Придется к этому привыкнуть. Негромко тикают часы, струится свет из лампы тусклой, и привыкаем к новой грусти в начале темной полосы, к тому, что не с кем слово молвить, что стало некому готовить, что по ночам почти не спится, а утром ломит поясницу. Кто другом был, вдруг стал не другом, хоть и везуч не по заслугам, что мог звонить почаще кто-то, но ведь у всех свои заботы. Часы из зеркала не льстят, часы ползут, одни летят, и затянулись холода, и никого, и никогда. Но все же верю я поэту. А значит, тьма – начало света, а ночь она к утру дорога. И сделать нужно так немного. Про одиночество забыть, свою свободу полюбить, сходить в кино, наряд примерить. А главное, во что-то верить. И утром солнце нас разбудит.
Ведь мы доверчивые люди. Привыкнув к бедам и напастям, встаем мы в очередь за счастьем. И я привыкла ко всему, и не бросаю зря словами. За счастьем очередь займу. Кто тут последний? Я за вами. Вот так. Я хочу, чтобы все были счастливы. А счастье дает многое. Встречи, знакомства, друзья и хорошая вкусная еда, которая у нас сейчас и получилась. Вот моя красота. Готовые помидоры с добавленными специями, залитые маслом, простоявшие столько, сколько им надо. Остается что сделать? Попробовать и потом добавлять в нашу красоту. У нас уже все готово. Можно я попробую? Готово ли? Мне вас жалко, что вы сегодня их сейчас не пробуете. Готовы и очень вкусные. Все. Кстати, именно на этом масле, если вы заранее это сделаете, можно его потом налить в сковородку и на нем жарить овощи, потому что оно же не прогорклое никакое, просто придаст опять нужный нам привкус. Теперь мы уже доводим до ума наше блюдо. В эту красоту кладем сваренную заранее гречневую кашу. Судьба каши решена. Теперь мы это все помешаем. Ой, какая же красота, какой же запах. Мне кажется, что я сама вот это показав вам, не меньше, чем неделю буду это есть каждый день. Готовить в этой прекрасной волшебной сушилке. Сушить. Вот смотрите, теперь я делаю главный наш секрет. Кладу сюда в готовую кашу вот такую щедрую порцию вяленых помидор. Кстати, я часто ездила в Италию и каждый раз, возвращаясь, покупала там вяленые помидоры, потому что это очень вкусно. А у нас-то я не знала, что это можно сделать. Они там очень дорогие. А теперь мы вышли из положения. Сами помидоры купленные во время урожая или собранные со своих грядок. Приготовили в великих реках. Название красивое. 5 килограмм сразу собрали и в великие реки. Я вот думаю, надо стихи написать с таким названием «Великие реки». Но это в наших следующих программах. Все, осталось нам попробовать, что мы любим делать более всего. А теперь сюрприз. Опять волшебница наша будет участницей нашего сюрприза. Рассказываю. Когда в этом году расцвели яблони, я загрустила. У нас в саду очень много яблонь, и очень много яблок будет в этом году. Это значит, что нужно их собирать, потом таскать в коробках, потом привозить. У нас какой-то был яблочный год, мы набирали полный багажник яблок, приезжали во двор, открывали, говорили: налетай, подешевело. И все брали эти яблоки. Но это же тяжело собирать их, таскать. И вот прекрасный выход из положения – великие реки. А именно, берешь яблоки, можно с сахаром, если кислые сорта, если сладкие, без сахара. Просто на огне варишь яблочное пюре, а потом ложечкой кладешь его на этот поднос. Вот так его этой ложечкой приглаживаешь и кладешь это сушить. Совсем недолго, при температуре 60 градусов. И отсюда совершенно свободно и легко снимается вот такая красота. А как оно пахнет? Это яблочная пастила. Вы пойдите, посмотрите на рынке, сколько это стоит. А если в своем саду такое сделать, очень рекомендую. А вот потом она, вот так ее скручиваете красиво. И вуаля, кладете разноцветную. От антоновских позеленей, от летних яблочек покрасней. Можно добавить абрикосы. Есть, у нас же смотрят не только подмосковные хозяйки. Некоторые живут на юге, у них там полно абрикосов, персиков, груш. Тогда у них будет такая... Ох, сейчас я попробую. Тогда у них будет такая пастила. Попробуй. Спасибо. Но она же помогла. С ощущением хорошего настроения, с очень сладким послевкусием я прощаюсь с вами до следующей пятницы, до следующих пятниц. И, как всегда, на удачу моя рука. Наслаждайтесь и будьте счастливы.